Хотите подать на убежище в США, но не знаете, имеете ли право? Тогда это видео для вас. Вместе с иммиграционным юристом мы сегодня разберемся, кто реально может получить убежище, что считается преследованием, когда можно подавать и какие ошибки разрушают кейс еще до подачи. Меня зовут Данил Тонкопий, я основатель и ведущий канала «Я мигрант», а с нами поможет во всем разобраться лицензированный юрист Татьяна Арестова. Добрый день, Татьяна. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, скажите, пожалуйста, кто может получить политическое убежище в США? Какие люди, какие, может быть, группы, национальности? Очень широкий вопрос, давайте разберем его по частям. Для того, чтобы претендовать на политическое убежище в Соединенных Штатах, важно понимать прежде всего, что политическое убежище бывает не только политическое. Претендовать на убежище можно защищенным группам, конкретно людям, которые опасаются, что их будут преследовать на основе либо их политического мнения, либо национального происхождения, религиозных убеждений, либо такое достаточно широкое понятие членства в особой социальной группе. Но не все проблемы, не все претензии подходят под категорию политического убежища. Например, если у вас очень неприятный сосед, который досаждает вам, но он никак не связан ни с органами власти, не связан ни с вашими религиозными убеждениями, национальным происхождением или вот защищенной социальной группой, то, скорее всего, такое дело на убежище будет расценено как личная вражда и позитивно рассмотрено не будет. Поэтому прежде всего перед подачей дела на убежище очень важно проконсультироваться и самому также задуматься и понять, насколько история, на основании которой вы подаете документы, подходит под одну из этих категорий, о которых мы сейчас говорили. Политическое мнение, оно может быть прямое или непрямое, оно может быть приписываемое вам на основе чего-то, каких-то ваших характеристик. Также религиозные убеждения, которые могут быть, или даже какой-то особый способ религиозных практик, которые, возможно, относятся в целом к какой-то вот большой религии, например, к мусульманской религии, которая официально вроде бы даже не запрещается в вашей стране, но вы каким-то образом особенно ее практикуете, не так, как предписывают какие-то власти или другие люди, находящиеся в вашей стране, и которые могут вас за это преследовать. Или, например, ваше национальное происхождение. Оно, как ни странно, может быть тоже либо вашим реальным национальным происхождением, либо приписываемым вам национальным происхождением. Ну и членство в социальной группе – это отдельный предмет для разбирательств в юридическом сообществе, поскольку понятие социальной группы такое плавающее, все время меняется. Социальными группами могут считаться, например, ЛГБТ-сообщества, но не только. Существуют даже такие широкие социальные группы, как просто женщины или просто члены какой-то одной семьи. Вот это вот все может в определенных случаях расцениваться как социальная группа в зависимости от страны происхождения, в зависимости от практик общественных, юридических в этой стране. Поэтому здесь очень важно свое дело сначала оценить, рассмотреть его самому со всех сторон, прежде чем его подавать, ну и потом грамотно его, конечно, представить. А чтобы представить, есть ли какой-то минимальный набор необходимых доказательств? Что вообще работает, что нет? Например, если нету бумажных доказательств, что меня притесняют, достаточно ли моего рассказа? Вопрос сложный. Дело в том, что в законе написано, что, безусловно, можно, в принципе, предоставить заявителю убежище только на основании его показаний. Однако это только в том случае, если у заявителя, в принципе, не может быть никаких документов, подтверждающих его рассказ. То есть те аспекты вашего дела, которые вы можете задокументировать, безусловно, нужно задокументировать. Те документы, которые вы можете разумно предоставить, нужно обязательно предоставлять. Ну, например, если вы утверждаете, что вас уволили с работы из-за того, что вас каким-то образом дискриминировали. Ну, как минимум, хорошо предоставить документ о том, что вас уволили. Или если в вашем документе написано, что вы ушли по собственному желанию, очень важно этот момент объяснить. Ну, хотя бы вот тот факт, что вы покинули эту работу, пусть и по собственному желанию, естественно, нужно предоставить. Опять же, если вы получили медицинское лечение, важно предоставить справки. Если вы не предоставляете справки,
важно, во-первых, пояснить, почему у вас этих справок нет. Далее, если вы не можете предоставить справку о том, что у вас, например, была сломана нога, возможно, стоит пройти медобследование здесь, в Соединенных Штатах. Конечно, рентгенолог или врач здесь не смогут подтвердить все обстоятельства, при которых нога была сломана, но хотя бы это будет давать хоть какую-то почву, какую-то основу для того, чтобы суд нашел вашу пользу или миграционный офицер нашел вашу пользу. Поэтому важно подумать о том, какие документы вы можете предоставить хотя бы косвенным образом, подтверждающие ваше дело. Свидетельские показания – очень важный момент. Свидетельские показания могут помочь вам закрыть те, скажем так, бреши или дырки в вашем кейсе, которые образовались из-за того, что у вас, возможно, нет каких-то документов. Вы можете попросить ваших родных и близких, которые стали свидетелем каких-то событий, написать об этом детальный рассказ, приложить копию своих документов, чтобы они подтвердили свою личность. Оригинал этого рассказа совершенно не нужен. Можно попросить ваших, опять же, родных и близких просто сфотографировать текст, который они написали на листочке, и прислать вам эту фотографию через Telegram или любое другое средство информации. Также вы можете попросить их описать, даже если они не были свидетелями каких-то ужасных событий, которые с вами происходили, ну, например, видели, в каком виде вы после этого пришли домой. Это тоже то, что они могут описать. Поэтому очень важно всегда подумать, рассказывая свой рассказ, а особенно читая его, анализируя, какие документы я мог бы предоставить, прямые или косвенные. А также, если у вас есть адвокат, с которым вы работаете над кейсом, очень хорошо задать вопрос адвокату именно на эту тему. А скажите, какие еще документы я мог бы предоставить? И внимательно проанализировать, что еще могло бы быть предоставлено. Также очень важно по поводу каждого из документов быть в состоянии ответить на вопрос, каким образом вы его получили, кто вам его прислал или привез, когда вы его получили. Это все очень важные моменты для документации дела на убежище. Можно ли подавать на убежище из-за границы, или надо находиться в США, чтобы подать на убежище? Или в момент прохождения границы? Как это происходит? В принципе, все три варианта возможны, но наиболее распространенным вариантом является подача документов уже на территории Соединенных Штатов, когда человек приехал в Соединенные Штаты каким-то образом, например, по визе, и уже находясь здесь, заполнил заявку, подал документы на убежище. При предыдущей президентской администрации также можно было запросить убежище на границе, так как многие этим злоупотребляли, и очень большое количество заявителей пришло в Соединенные Штаты вот с помощью такого запроса на убежище. Нынешняя президентская администрация практически прекратила прием такого рода заявителей, поэтому в настоящий момент практически реализуемым эта опция не представляется. Запрос на статус политического беженца в консульстве Соединенных Штатов теоретически возможен. Но на практике эта опция предоставляется очень мало кому и, опять же, совершенно не является практически достижимой или массовой. А что делать, если человек находится в Америке уже давно, прошло больше года с момента того, как он пересек границу? Может ли он все еще подаваться на убежище? Какие есть сроки? Да, вот как вы правильно упомянули, существует требование о том, что на убежище нужно подавать в течение года после приезда в страну. Считается, что если человек ждет слишком долго, больше года, то уже, наверное, его заявка на убежище не является подлинной. Считается, что вот год – это, в общем-то, достаточно для того, чтобы понять, что, как и куда подавать. Тем не менее, есть исключения из вот этого лимита в 1 год. Первым исключением являются чрезвычайные обстоятельства, по-английски extraordinary circumstances. В этом случае чрезвычайными обстоятельствами может быть даже наличие законного статуса. Например, если человек находится в Соединенных Штатах законно, например, по статусу ЮФУ или ТПС, или по студенческой визе, или если человек подал документы на грин-карту, например, подал заявку на adjustment of status и законно находился в Соединенных Штатах, потом эту заявку отклонили, или студенческий статус у него закончился. В этом случае человек может подать на убежище даже после истечения 1 года после въезда в страну, мотивируя тем, что у него был законный статус, что представляет собой исключительные обстоятельства.
Также исключительными обстоятельствами может быть какая-то серьезная проблема со здоровьем, например, если человек был в таком медицинском состоянии, что просто не мог подать свои документы вовремя. Также исключительными обстоятельствами может быть такая ситуация, как неэффективная помощь со стороны либо адвокатов, либо паралигалов, которые, например, взяли деньги, обещали подать документы и не подали. Это вот все исключительные обстоятельства. Также после 1 года можно подавать на убежище, если произошли изменения в вашей стране, в ситуации в вашей стране или даже в вашей личной ситуации. Это называется измененные обстоятельства, changed circumstances. И на основе этих измененных обстоятельств также можно подать документы в течение, в принципе, неограниченного срока после года. То есть, например, если в вашей стране произошла революция, какое-то изменение во власти, или предыдущая власть вдруг неожиданно стала преследовать людей вашей группы или ваших политических или религиозных убеждений. Или, например, если вы поменяли религию и стали вдруг относиться к новой религиозной группе, или какая-то еще перемена произошла в вашей ситуации, вы вступили в политическую партию, стали активно заниматься политикой, и вот теперь боитесь возвращаться в свою страну. Все это измененные обстоятельства, на основе которых тоже можно просить, чтобы для вас сделали исключение и рассмотрели ваши документы на убежище, невзирая на то, что вы их подали после истечения 12 месяцев. Скажите, а после того, как человек подал на убежище, то какие у него появляются права в Америке? Может ли он жить легально, работать, выезжать и заезжать в США? Что касается заявителей на убежище, то даже вот сама квитанция, которая приходит заявителям, содержит в себе такой текст, что вы можете законно находиться, оставаться на территории Соединенных Штатов, пока ваше дело рассматривается. Сколько будет рассматриваться ваше дело, сколько продлится вот эта вот защищенная ситуация, сказать трудно. Дело в том, что администрация Трампа поставила такую задачу, чтобы вызывать заявителей, подавших на политическое убежище, до истечения 6 месяцев после подачи. Заявителей очень много, офицеров не так много, соответственно, это не всегда получается, но тем не менее задача такая стоит. Рассчитывать на то, что вот прямо 100% ваша заявка будет долгое время рассматриваться, в настоящее время не приходится. Тем не менее, после истечения 150 дней после подачи заявки на политическое убежище можно подать заявку на право на работу. Сейчас она рассматривается довольно быстро, такая заявка, может быть в течение 30 дней рассмотрена, и в этом случае заявителю предоставляется право на работу как минимум на 5 лет, опять же по нынешним правилам, которые могут и измениться, но вот сейчас такие довольно длительные сроки. Вот что касается выезда за границу, здесь это более проблематично. Дело в том, что заявитель на убежище не может просто подать документы на какой-то, опять же, документ, разрешающий ему выехать из страны и вернуться назад. Обычно таким документом является адванс-пароль. Так вот, адванс-пароль довольно легко предоставляется тем, кто подал заявку на грин-карт через процесс adjustment of status. В этом случае адванс-пароль оплачивается, предоставляется без проблем. А вот в случае, если человек является заявителем на убежище, то адванс-пароль ему может быть предоставлен только по особым гуманитарным соображениям. Например, если у вас произошла какая-то чрезвычайная ситуация, близкий человек умер или умирает, вот на этом основании можно попросить emergency адванс-пароль или гуманитарный адванс-пароль. Но все это рассматривается в индивидуальном порядке, может рассматриваться довольно долго, или нужно делать специальный аппоинтмент, идти в службу иммиграции на аппоинтмент, который называется InfoPass, и во время этого InfoPass аппоинтмента предъявлять справки, объяснять вашу ситуацию. Но опять же важно понимать, что если вы вдруг решили поехать повидаться с тяжело больной тетей в той стране, из которой вы только что попросили убежище, то, во-первых, этот адванс-пароль могут и не одобрить, а во-вторых, даже если одобрят, это может потом быть использовано против вас как доказательство того, что вы, в общем-то, не опасаетесь преследований, а подали заявку достаточно надуманную. При подаче на убежище какие самые частые ошибки совершают? Чего лучше не делать? Самая частая и самая печальная для меня ошибка, для меня как для адвоката, потому что приходят люди вот с такой проблемой, это подача заявки на убежище, не соответствующей действительности. Люди пишут, что они принадлежат, например, к сексуальному меньшинству, к которому они не принадлежат, или принадлежат к какой-то религии, к которой они никогда не принадлежали. Придумывают факты, придумывают обстоятельства. Часто люди делают это не сами.
обращаются к недобросовестным паралигалам, как они себя называют, эти люди, или, попросту говоря, мошенникам, людям, занимающимся практикой закона без лицензии. Хочу напомнить, что заполнение любых иммиграционных документов, вообще любых, даже таких простых, как право на работу, является практикой закона. И этим может заниматься только лицензированный адвокат. Человек, который заполняет эти документы, не имея лицензии, занимается тем, что называется практика закона без лицензии, то есть unauthorized practice of law. И во многих штатах это является уголовным преступлением. То есть фактически вы обращаетесь к преступнику, который фабрикует какие-то факты, фабрикует какие-то документы. Люди все это подписывают, часто вообще не глядя, не сохраняя никаких копий, доверяют этим мошенникам отправить документы. Иногда мошенники свой адрес еще ставят, то есть человеку вообще ничего не приходит. И вот это вот самая горькая и обидная ошибка, потому что у нас есть очень жесткое правило, в котором написано, что если человек подал фривольную заявку на убежище, frivolous asylum application, он никогда не может получить никакие документы по иммиграционному праву. То есть даже если вы потом заключите брак с гражданином Соединенных Штатов, или если у вас родился ребенок, который в итоге, является гражданином Соединенных Штатов, ему становится 21 год, он хочет подать на вас документы, это все может не сложиться, потому что вы когда-то подавали frivolous asylum application, фривольную заявку на убежище. Поэтому все, что я могу здесь сказать, это, пожалуйста, не делайте этого не нужно делать, не нужно фабриковать документы, рисовать справки и так далее. Если у вас реально есть страх возвращения, расскажите его, расскажите ваши реальные факты, и правда, она всегда победит. Подытоживая, я бы хотел задать последний вопрос. Наверняка многие, кто нас смотрят, не знают, боятся или сомневаются, могут ли они подать на убежище или нет. Что вы могли бы им посоветовать сделать прямо сейчас и с чего начать? Я посоветовала прежде всего внимательно все обдумать. Прежде всего подумать самому, объективно оценить свою ситуацию и свою историю. Возможно, даже ее стоит записать, потом прочесть и попробовать поставить себя в положение того читателя или слушателя, офицера, который будет ваше дело рассматривать. Ну вот как вам эта история? Вы бы в это поверили? Если вам кажется, что есть какие-то странные моменты в вашей истории, подумайте, может быть, стоит каким-то образом их задокументировать более подробно, может быть, объяснить. Опять же, повторяюсь, это все можно делать только в том случае, если у вас действительно есть страх возвращения, вы боитесь, что вас арестуют, посадят в тюрьму, на вас нападут, с вами сделают что-то серьезное. Если все, чего вы опасаетесь, это, скажем так, то, что с вами не будут дружески общаться ваши дяди и тети, они подвергнут вас какому-то общественному остракизму, но ничего страшного не произойдет. Возможно, этот кейс не лучший кандидат на то, чтобы подавать на политическое убежище. Возможно, стоит задуматься о каких-то других путях эмиграции, особенно если у вас есть образование, если у вас есть опыт работы. Возможно, вам стоит подумать о том, чтобы каким-то образом легализироваться другими путями. Но если есть действительно серьезный страх возвращения, например, вы участвовали в демонстрациях против правителя-тирана, и еле убежали. Безусловно, в такой ситуации можно подумать о подаче кейса на убежище, то есть вот сесть, внимательно все обдумывать, проанализировать. И также я бы посоветовала всем заявителям на политическое убежище для самого себя иметь внятные ответы на те вопросы, которые довольно часто задают консульские, вернее, иммиграционные офицеры при рассмотрении дела на убежище. Вопросы довольно простые. Вас спрашивают, ну вот хорошо, вы получали визу в Соединенные Штаты, а с какой целью вы ее получали? Вот в момент получения визы вы уже боялись, вы уже хотели вернуться, в смысле, вы еще хотели вернуться на родину, или вы уже собирались оставаться в Соединенных Штатах навсегда? Ответьте сами себе на этот вопрос. А вот в тот момент, когда вы покупали билет, какие были ваши намерения? Вы уже хотели бежать или вы все-таки еще рассчитывали вернуться? Ну и, наконец, в тот момент, когда вы пересекали границу Соединенных Штатов, особенно если вы приехали по визе. Каковы были ваши намерения? Вы собирались остаться в Соединенных Штатах или в этот момент вы все-таки собирались вернуться? Ответьте себе на эти вопросы, потому что они, скорее всего, будут вам заданы.
Если у вас будет вразумительный ответ на эти вопросы, ваше дело на убежище будет иметь значительно больше шансов. Вот это вот мое такое напутствие всем, кто смотрит и слушает наш выпуск. Пожелаем всем удачи, чтобы у всех все получилось так, как они задумывают. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо, что делитесь опытом, и спасибо за ваше время. Спасибо всем, спасибо за ваши вопросы. Всего доброго. Всем спасибо, хорошо, что вы с нами. Подписывайтесь, нажимайте лайк, колокольчик, все, что там есть.